И вот из родителей фаленопсиса и аскоценды получился асканопсис. То есть Эрен Добкин – это и не фаленопсис, и не аскоценда, а асканопсис. Вот отсюда все капризы этой орхидеи. Добрый день, друзья! Недавно мне кто-то из моих подписчиков напомнил об орхидее Эрен Добкин и попросил рассказать, что же с ней происходит и вообще капризна эта орхидея или нет. Немножко истории этой орхидеи. Она была куплена летом 22 года, то есть ей сейчас 3 года. Это ее второе цветение. Достаточно мелкие цветы, но цвет, у нее мелкие крапинки на нижних лепестках, и губа тоже с мелкими крапинками и чуть больше оранжевого цвета на губе. Действительно необычный гибрид. Это гибрид фаленопсиса и аскоценды. А как мы знаем, аскоценда – это вандовая орхидея. И вот эти два родителя дали такой прекрасный гибрид, но очень капризный в уходе. Цветет она у меня второй раз. И я вам показывала ее пересадку. Но, как оказалось, наблюдая за этой орхидеей, я понимаю, что двойной горшок при пересадке ей не сильно нужен, потому что ванды, они растут с открытыми корнями, и аскоценды тоже. И вот из родителей фаленопсиса и аскоценды получился асканопсис. То есть Эрен Добкин – это и не фаленопсис, и не аскоценда, а асканопсис. Вот отсюда все капризы этой орхидеи. Но так как здесь есть еще и фаленопсиса какие-то гены, то посадка ей тоже нужна. И вот что я хочу придумать. Я вам показывала ее пересадку. Я посадила в двойной горшок и в достаточно мелкую кору. Но сейчас, по прошествии почти 2 лет, я много прочитала про эту орхидею. Все-таки это больше вандовая орхидея, и корни не сильно хотят расти вот в такой полузакрытой посадке. Что я придумала? После цветения я хочу посадить вот в такую открытую корзинку. Но только не в эту, нужно немножко большего размера, потому что нужно, чтобы корни у нее получали большее количество воздуха. То есть кору чуть крупнее и много-много отверстий в горшке. Можно взять еще горшок-корону. Если вы знаете, если у вас продаются такие горшки, они просто сделаны из небольших пластмассовых палочек. Но можно посадить и в такую корзинку тоже с большим количеством отверстий, чтобы воздух подходил к корням, потому что вандовые орхидеи, они вообще все растут с воздушными корнями, и никакой грунт им не нужен. Но так как есть здесь в генах фаленопсис, все-таки грунт, оказывается, нужен. Как она растет? Нижние листики все время сбрасывает после цветения, выращивает 2 новых листика. И посмотрите, какие листы. Очень похожи на листья аскоценды. Узкие, очень плотные, длинные. Вот как работают гены. Видите, нижние листья короче, новые листья длиннее. Надеюсь, что после того, как она отцветет и начнет опять раскукливать корни и выпускать новый лист, возможно, будет новая посадка. А для того, чтобы она зацвела, мне пришлось
с этим немножко поработать. Опять же, ванды любят тепло, причем умеренное тепло. И я ее ставила на полку, где тепло идет снизу. Она там прекрасно зацвела, но мне пришлось убрать ее с этой полки, потому что одному из наших котов очень хотелось на нее, а может быть и на все остальные орхидеи, все время заглянуть. Мне пришлось убрать оттуда все цветы, и я ее поставила на другой стеллаж, но там тоже есть лампа снизу и есть небольшой подогрев. Так что там тоже тепло, и она опять зацвела. Самое главное, если вы покупаете эту орхидею, ну не во взрослом состоянии, а малыша, нужно обязательно ей дать вырасти. Пусть будет это мох, пусть это будет у нее влажный субстрат. Она очень хорошо наращивает корни. И только после того, как она выросла до взрослого растения, ее можно пересаживать. Кстати, пересадку я ее показывала, там пересаживала из мха. Она у меня росла во мху 8 месяцев после покупки. И только по истечении 8 месяцев я ее пересадила. И вот получаю теперь замечательное цветение. Мне очень нравится и цвет орхидеи, и сама орхидея необычная, но капризная. Капризная, да, есть определенные капризы. Кстати, первый цветонос, вот под этим желтым листом, и смотрите, первый цветонос, и отсюда же вышел второй цветонос, но пробил следующий лист, вот здесь видно, что есть отверстие в этом листе, и вышел цветонос совсем в другую сторону. То есть из одного места получилось два цветоноса. Ну пусть прекрасно, ей так нравится, пусть она так цветет, как ей нравится. Так что и этот лист, и следующий лист она обязательно сбросит. Это уже понятно потому, как цветоносы пробивают эти листья. А сейчас пусть она цветет. Если у меня получится, я вам покажу ее следующую пересадку. Ну а пока полюбуюсь великолепным цветением этой орхидеи. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Это не все. Нам сегодня помогал Сёма. Нам сегодня не мешал Сёма. Да, не мешал Семочка. Молодец. До новых встреч, друзья.